Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Смотрим сегодня с вами ваш таро-прогноз на декабрь 2024 года. Оценим, какие события наиболее вероятно отыграются, с какими энергиями вы войдете в зимний период. В целом, что стоит ожидать от этого месяца. Но прежде чем мы приступим, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу активность на канале, за ваши подписки, лайки, комментарии. Благодарю вас за то, что вы делитесь видео с друзьями и, конечно же, благодарю вас за донаты. В свою очередь, я стараюсь вас баловать новыми интересными магическими инструментами. Итак, давайте мы с вами приступим. Что же вам подготовил этот месяц? Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Основные энергии. Основные энергии здесь у вас на повестке дня аркан смерть, кардинальные трансформации. Причем чего не будет касаться, дно колоды у вас шестерка жезлов. А это в свою очередь, тут еще и десятка чаш идет. Для кого-то карта победы, триумфа, достижения, целей, возможностей. То есть у кого-то это будет связано с переездом. Для кого-то это может быть также обретение союза, партнерства или даже заключение брака. Потому что издавна шестерка жезлов у нас является сигнификатором брачных отношений. Некоторые из вас могут решить вопросы мобильности, то есть купить авто или отремонтировать авто, или там довести его до ума, сделать тюнинг. То есть у каждого здесь свое. Но в любом случае это перемены, связанные с победой. Здесь, естественно, я же понимаю, что комментарии напишут, о чем здесь говорит смерть. Нет ли здесь вопросов смерти или там ДТП в дороге. Пятерка жезлов говорит о том, что здесь не об этом речь. Пятерка жезлов – это ситуация напора, внутреннего конфликта, который вас и будет подталкивать к сложным решениям, к сложным переменам, к активному движению вперед, чтобы добиться успеха. Поэтому дерзайте, здесь все будет получаться. Ну а мы с вами будем сейчас оценивать, что вас ожидает непосредственно по работе. По работе. Туз жезлов. Для близнецов новые свершения, новые начинания, новые возможности. Несмотря на то, что вроде бы и завершение года, но кто-то действительно здесь может кардинальным образом улучшить свою ситуацию. Оценим, так ли это. В первую очередь смотрим ситуацию для тех, кто у нас по ряду причин работать не может. То есть мамы в декрете, либо неработающие пенсионеры или неработающие студенты. У вас туз жезлов и четверка жезлов. Это может быть работа на дому или подработка на дому у кого-то в частном порядке. То есть не постоянная работа как таковая, но то, что периодически может вам приносить достойную прибыль. Ну, к примеру, может, вы там какие-то курсовые делаете или там, не знаю, там готовите, или просто приходите, кого-то приводите дом в порядок. То есть по-разному здесь может быть. Но в любом случае это у вас возможность иметь дополнительный источник дохода, но он будет не постоянный. Это, знаете, как разово там попросили, сделали, то есть вы для себя получили оплату труда. Если вы соискатель. Колесница. Колесница говорит однозначно, что вот полная тележка с подарками, то есть свершится. И те, кто ищет работу, ее действительно найдут. Найдут шикарную вакансию, смогут трудоустроиться, ну и, конечно же, реализовать задуманное. Если вы у нас наемный сотрудник, то по семерке монет с тузом жезлов, это, знаете, кто ждет, то всегда дождется, тому достается лучшее. Например, вы будете четко понимать или осознавать, что грядут перемены, которые несут вам благо. Ну, из серии начальник может уходить на пенсию, или там в декрет начальница может уходить, или в целом вас уже готовят на место, а сейчас вы пока будете исполняющим обязанности. Кто-то, кто решил, допустим, кардинальным образом начать с чистого листа, так сказать, уже готовится к новому старту, к новому рывку, а именно новой вакансии, допустим, в другой компании, в другом учреждении. Или если вы решили начать на себя, то это, знаете, как в декабре уже, так сказать, закрыть все дела, освободиться и, так сказать, в Новый год с чистого листа. Если вы владеете своим делом, компании, организации, работаете сами на себя, то по королеве мечей здесь вас будут беспокоить или волновать юридические вопросы. То есть там как все подготовить к отчету налоговой или вопросам декларации, или как, так сказать, свести бухучет, дебет с кредитом, то есть чтобы у вас все здесь получалось, было идеально. Ну, то есть это больше, знаете,
вопросы юридической волокиты. И если рассматривать для себя в целом, если у вас, допустим, крупная компания, крупный штат, то вы можете привлечь для себя еще одного специалиста в нише юриспруденции. То есть брать себе в штат такового человека. Финансы. Финансовая сторона вопроса. Двойка жезлов. Деньги из двух источников дохода. То есть, допустим, это может быть ваш заработок и там финансовая поддержка от ваших близких или от вашего там партнера или партнерши. Или, допустим, ваша там пенсия, какие-то субсидии и дотации. Или ваш заработок, но может быть выигрыши, то есть вам вернули долг. Но в любом случае финансовое положение будет стабильным и, конечно же, будет вас радовать. Вопросы здоровья. Здесь по аркану справедливость, она же правосудие. Это карта, которая всегда даже обязывает нас обратить особое внимание на легкие, бронхи, трахею, потому что есть риск респираторных каких-либо заболеваний. То есть кашель, бронхит, фарингит, ларингит и так далее. То есть бдительны, не переохлаждаемся, это самое важное. Ну и, конечно же, справедливость – это плановый чекап-лист. То есть если вы наблюдаетесь у врача или там протокол лечения какой-то проходите, то есть планово сдать анализы, посмотреть, какова динамика вашего лечения, что по состоянию здоровья и, по сути, к чему вы идете. Вопросы личной жизни. 4 чаш. Что-то вы здесь закручинились, а вот по какой причине сейчас будем с вами прояснять эту ситуацию и это положение вещей. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, что здесь? Как будет раскрываться для вас ситуация? По королеве монет. Это тот момент, когда вы уже настолько самодостаточны, что, к сожалению, те партнеры, которые находятся в вашем окружении, не подходят вам по каким-то убеждениям, ценностям, может быть, многозадачности. Потому что по дьяволу вы хотите не просто отношений, а отношений структурных, со стабильным человеком, амбициозным, который сам уже состоялся, которого не нужно там тянуть и развивать. И вас это очень сильно огорчает. То есть я не скрою, здесь для девушек и женщин крайне важна будет материальная составляющая и финансовая поддержка. Что же здесь для мужчин? Для мужчин это, знаете, я весь сам у себя такой перец, хочу такую, чтобы соответствовала мне. То есть бизнес-вумен или уже тоже состоятельная девушка, женщина, которая сама умеет зарабатывать деньги, в которую там не нужно вкладываться. То есть и как следствие тоже сложно такую рядом с собой, ну не то чтобы найти, может быть завоевать. Может таковые есть, но не получается выстроить с ними отношения. И это может вызывать у вас разочарование и досаду. Для тех же, кто у нас находится в любовных треугольниках. Здесь 4 чаш, рыцарь жезлов. Вроде бы все стабильно и хорошо, отношения развиваются, но вас удручает тот факт, в каком ключе они развиваются. То есть вам хочется стабильности, вам хочется постоянности, вам хочется искренности или больше внимания, любви, а вы этого не получаете в полном объеме. И, конечно же, это может вас расстраивать. Для тех, кто у нас находится в стабильных союзах, что здесь? Здесь у вас все стабильно. Вы скажете, о чем же тогда здесь 4 чаш? Это, знаете, когда нет искры. Хочется страстей, хочется романтики, хочется какого-то крышесноса, а вот тут могла заесть уже рутина и серые будни. Так вот, здесь не ждите, что ваш партнер или партнерша разродится и сам будет, так сказать, вам эмоционально сносить голову. А чудите сами. По солнцу сами создавайте праздник, сами реализуйте, сами учите, обучайте, показывайте, как вы хотите, как надо, чтобы добиться в отношениях благополучия и счастья. Совет. Совет по аркану суд. Ну, во-первых, если это касается отношений, восстановить или возродить то, как было, и то, как вы хотели. Дальше. Возрождение и перерождение, то есть новый статус, новый уровень. В особенности, повторюсь, здесь в плане работы, достижения, карьеры. То есть восстановить свою финансовую стабильность для кого-то. Опять же, восстановиться в плане состояния здоровья. То есть это возрождение. Это вот как основной момент декабря месяца. То есть для кого-то это как год такой спасибо, что завершился. Для вас, наоборот, будет прилив сил, эмоций, радости и стремление достигать новых вершин. Мы посмотрим с вами неожиданность периода. О чем здесь идет речь? Так, башня, сад, тучи и здесь букет. Это переживание относительно того, как вас могут
воспринимать в социуме, в коллективе, на работе, в особенности, если это касается вопросов повышения новой должности. То есть вы здесь переживаете больше из-за оценки со стороны там, коллег, руководства или просто ваших знакомых, то есть как воспримут, как поймут. Опять же, башня, сад и тучи – это смена общества, то есть это больше назову так элитарное общество. Опять же, переживания, как вы адаптируетесь, потому что по карте букет здесь цветете и пахнете, но в то же время переживаете, насколько вам здесь будет комфортно, насколько вы соответствуете этой нише. Почему-то здесь будете как переживать или париться по этому поводу. Но еще помимо всего прочего, башня, сад и тучи – это переживать как переломный какой-то период или пик. Для большинства из вас это будет касаться вопросов отношений, потому что здесь идет пересмотр и переоценка системы ценностей, новые взгляды на отношения, на личную жизнь в целом, и кто-то для себя неожиданно может менять какие-то устои или убеждения. То есть может быть и так. Я закрываю вам все только в положительном ключе. Пусть в обязательном порядке вас порадует и сделает вас счастливыми декабрь месяц. Пусть только принесет благостные события. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как отозвалась, отыгралась для вас эта информация, что произошло. Если актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.